Всем привет, это Настасья, и это мое новое видео о Notion. Спасибо всем, кто смотрит мои видео о Notion. У меня их сейчас целых два. В первом я рассказываю, как я планирую свой день, неделю и месяц, а во втором показываю весь свой ежедневник или же мой второй мозг. Конечно же, я оставила шаблоны в описании к видео. Все для вашего удобства. Меня много кто просил, чтобы я сняла новое видео о Notion, и, наконец, я готова поделиться своим новым шаблоном. Дело в том, что я люблю все тестировать, изменять и дополнять, и это занимает какое-то время. Но сейчас я готова. Перед началом учебы я создала, естественно, ежедневник для университета, и в процессе какие-то страницы дополнялись, изменялись, а какие-то оказались не совсем нужными. И, кстати, вот тут вы можете посмотреть мои университетские влоги. Перейдем к моему ежедневнику для учебы. По сути, этот ежедневник может пригодиться для любого курса, который вы изучаете, или же еще для чего-то. В самом верху я расположила цитату, которой я вдохновляюсь, и это цитата Вальтера Гропиуса, основателя Баухауза, так как я учусь в Баухаузе. «Ум подобен зонтику, он лучше всего работает, когда открыт». Звучит фэнси. Чуть ниже у меня собраны разные страницы, которые касаются университетской жизни, каких-то больших заданий, а справа списки дел. Так как я часто приезжала в Берлин, то мне нужно было какое-то место, чтобы записать задания, связанные с университетской жизнью, например, записаться в библиотеку. И сейчас я сюда добавила еще два списка. Один — это то, что мне нужно сделать сейчас, в течение этого месяца, и я назвала его своим литературным ретритом. И также в течение 7 месяцев до окончания моей учебы. Ну и ниже это основа этого ежедневника — база данных моего курса. Да, тут много всего. И давайте зайдем в одну из страниц, например, вот в эту. По сути, у каждой лекции или презентации есть страница. Если я не ленилась, то там есть краткий конспект, вот как, например, здесь. Это очень удобно было и в процессе, и потом, чтобы что-то вспомнить. Итак, что здесь? Название, когда это происходило, в каком модуле, тип, была ли это экскурсия, лекция или презентация, дата. Она нам очень важна для того, чтобы создать календарь, который я покажу чуть ниже. Кто был профессором, домашнее задание, произошло это или, может быть, отменили, комментарии или даже, может быть, мое впечатление. Так мне легче вспомнить, что именно там было. Чуть ниже у меня представлена эта же база данных, но уже в виде календаря. Чуть позже я покажу, как можно это сделать одним из способов, а сейчас я покажу вам способ, который позволяет вставить этот календарь в другую страницу, потому что я использовала этот календарь в своем еженедельнике. И на самом деле просто нужно скопировать. И тут у меня есть уже тестовая страница. И когда мы вставляем, очень важно выбрать третий пункт — создать объединенную базу данных. И вуаля! Тут мы можем добавить вид просмотра, вот как календарь. Или же можно посмотреть в хронологии. Мне нравится эта новая опция у Notion. Ее сейчас использую для планирования своей магистерской работы. Давайте зайдем в некоторые страницы. Итак, страница с рецептами. Тут у меня разные рецепты, которые я периодически добавляю и посматриваю на них, когда ищу вдохновение, что приготовить, и планирую свои покупки на следующую неделю. Кстати, это очень-очень вкусный салат с тунцом, яйцом, брокколи и авокадо. Рекомендую, очень-очень вкусно. Страница с затратами. Отчасти я ее веду, потому что хочу сделать видео о том, сколько я трачу в течение месяца. Ну и отчасти, чтобы понимать, на что я трачу свой студенческий бюджет и где можно что-то урезать. Очень удобно, что я могу посмотреть, сколько я тратила на всевозможные кафешки, на супермаркет. И тут видно, что по кафешкам я не очень-то и ходила, так как все закрыто. Эта страница нужна мне была, когда я делала покупки для обустройства комнаты, и сейчас будет удобно вспомнить, сколько что стоило, когда я буду это все продавать следующим студентам. И тут я просто использовала чек-листы, которые
отмечала, когда я сделала покупку. Эта страница особо не пригодилась, но идея была интересная. Идея была в том, чтобы делить совместные расходы. У меня только одна соседка, и это как-то не прижилось. Следующая страница для контактов преподавателей и одногруппников. Тут же у меня список для чтения, который нужен был во время учебы. Каждой лекции или презентации нужно было что-то прочитать заранее, и так я старалась отслеживать, что и для чего я читаю. Кстати, это база, связанная с базой данных всего курса. В интересном я сохраняла какие-то сайты или книги, которые рекомендовали преподаватели и одногруппники. Ну а в идеях идеи эта страница как-то особо тоже не имела успеха, так как весь этот академический мир для меня был совершенно новым. У меня было множество вопросов, как учиться лучше, как писать лучше, как лучше читать и запоминать. И тут я хотела сохранять какие-то ссылки или же рекомендации, что в принципе я и делала. И очень удобно использовать вот такие тоглы, когда у вас есть вопросы. И сейчас я работаю с вот этими 3 страницами. Мой лист для чтения именно сейчас, литературный обзор и магистерская работа. Ну что, давайте создадим такой же ежедневник вместе. Нам нужна новая страница. UniHub. Можем выбрать иконку, как обычно, например. И дальше. Ну что, тоже цитату вставим. Я, кстати, использую не цитату, а здесь называется это немножко по-другому. Call out. Мне так больше нравится. Ну что, напишем что-то тоже такое умное. Чему бы ты не учился, ты учишься для себя. Петроний. Итак, какие страницы нам могут понадобиться? Например, что нужно купить для университета, расходы, контакты, интересные идеи, литературный обзор, магистерская работа, вопросы и список задач. Итак, и теперь нам нужно распределить по колонкам. Думаю, 4, 4 и 1. И превращаем это все в страницы. Тут мы можем поставить какую-то иконку, если хотим, и немножко оформить. И чтобы автоматически у нас были чек-боксы, поставим to-do list. И самое главное — это база данных курса. Чтобы добавить базу данных в этой же странице, нам нужно поставить слэш и выбрать базу данных inline. Смотрите, она у нас отобразилась в этом же столбце, но мы можем ее легко передвинуть. Может быть, даже сюда, если хотим. Или же сюда. Итак, название. И дальше несколько строк. 3. Когда это может быть разные семестры или же модули. Я не знаю, что там у вас. Multi-select, select. Например, модуль 1, модуль 2 и модуль 3. Кстати, вот здесь вот можно изменять цвет и редактировать. Дальше это может быть тип, тоже select, лекция, презентация. Дата. Дата нам очень важна для календаря внизу. Профессор. Можем добавить состоялось ли это. И комментарий, текст. И сейчас мы можем сделать или же дубликат. Если мы сделаем дубликат, то эти 2 базы данных, они как будто бы будут немножко отдельно. Сейчас покажу разницу. Вуаля. Меняем
тип просмотра на календарь. И смотрите, если я здесь изменяю дату, то тут ничего не меняется. Может быть, нужно вам так, а может быть, нет. Если же мы копируем ссылку, выбираем третий пункт, изменяем на календарь. И смотрите, меняем здесь дату, и она меняется. То есть эти две базы данных, они соединены, то есть это одно и то же. Мне кажется, так удобнее в этом случае. Ну что, мы справились. Этот шаблон я также оставлю внизу в описании. А у меня все, и экспериментируйте с Notion и не только. И пока-пока.